Тут нет интернета. Нифига там не было. О, какой-то рисковый. Вообще ты кто? Ну я-то вода. Здравствуй, Роман. Привет. Рада знакомству с тобой. Расскажи вот нашим подписчикам, как ты попал в Египет. Такой прошаренный, интересный парень. Что ты тут делаешь? В основном я приезжаю сюда, чтобы забиться в нору и работать. Да? Подальше от всех, да? Да, здесь такое место располагает. Можно спрятаться, да? Ну а что тут еще делать? Тут кроме моря здесь, да, классно. А остальное все, не знаю, быстро наскучивает. Да? Да, наверное. Тут нет движухи, нет какого-то такого драйва, да? Да, не, ну можно там найти какие-то приключения себе. Но это такие, быстро надоедают. Быстро надоедает. Да. В общем, тут нормальному пацану скучно, да? Роман, чтобы вы понимали, он маркетолог, он монтирует фильмы. Такой вот он как бы все понимает в технике, делает хорошую рекламу, может вам сделать, так что обращайтесь, если что. Но какие вот тут такие минусы, которые тебя прям так конкретно плющат? Минусы? Да. Вот что ты еле терпишь? Ну, ко всему можно привыкнуть. Я уже более спокойно начал ко всему относиться. Это если когда приезжаешь, то что-то может напрягать. Ну, например, пунктуальность у людей. Отсутствие Да, ну, то пунктуальности. есть чувства времени вообще никакого нет. Ты знаешь, что типа на их языке иншалла. Непонятно что, да? Как Бог даст. Как Бог Это даст. вот так, у них такое отношение ко всему. Доставить еду, подключить интернет, поставить кондиционер. Да, могут прийти, а могут не прийти. Ну это да. Мне вообще вот буквально там на той неделе заказывал еду, и у меня, просто номер отключился, я как бы написал в чате, что вот на локацию приезжай. Он приехал и какой-то другой бабе отдал мою жратву. Да? Как так? Вот так вот. А я прям был голодный, я очень хотел есть, я такой, давай быстрее уже. А он еще долго готовили. И он приехал, и у меня нету, говорит. Я говорю, в смысле нету? Ну вот, Да ты что? пришлось еще раз заказывать и еще 1,5 часа ждать. Ой, как Да. весело. Ну, это такое. Но их нужно прощать постоянно, как детей маленьких, правда? Не, это был единичный случай, когда я спустя столько времени, когда прожил здесь, что мне, как бы раздражало очень сильно прям вот в тот день прям, хотя это такое редко бывает. Поэтому я как-то спокойно отношусь. А минусы, ты понимаешь, что лучше ни на что не рассчитывать, ни на что не надеяться, всегда знать, что либо что-то тут не так может произойти, либо какое-то действие пойдет не по плану. То есть это надо быть Ничего не готовым. ждать, да? Да, и как бы пофиг. Если ты ничего не ждешь, ничего не ожидаешь, то ты всегда спокойно. Кстати, это очень хороший такой совет. Вот жить без ожиданий, вот жить в потоке, в моменте, да? Вот есть и есть. Ага, так. Смотри, какие хорошие, обошли. Так. Как ты попал сюда, в Египет вообще? Почему Египет? Вот такой продвинутый парень, почему Египет? Когда я приехал, это в 2020 году было, до ковида, до того, как закрыли границу, я вообще за границу ни разу не уезжал и приехал именно сюда. Почему? Потому что у меня здесь друг был, у меня были проблемы, там, долги, туда-сюда, и как бы вариантов не особо не было, я хотел побыстрее уехать, потому что границы могли закрыть, а потом хрен знает, когда я бы уехал. Так и произошло там. Видишь сама, какие проблемы в мире. Да. Вот. И поэтому я просто там на последние деньги купил билет. Там у меня что-то был. У меня даже денег, по-моему, не было. Я продал абонемент свой в зале в Москве. И вот на эти деньги купил билет и приехал. О, какой-то рискованный. С нулем в кармане. Да? Да. Что-то у меня там, я наскреб еще что-то $100, там, чтобы у меня жилье какое-то было. Мне друг помог, я заселился. Квартира была такая большая, но там не было ни интернета, нифига там не было. Ничего, да? У меня где-то старый видос был.
То есть получается, Египет такое место, где можно довольно дешево перекантовать, да? Ну, ну да, скорее Ну вот да. смотри, вот тебя смотрят сейчас много мужчин, и вот, может, они тоже что-то хотят поменять в жизни. Вот, что бы ты им посоветовал, если они хотят в Египет? Посоветовал в плане чего? Ну вот, как-то, если вы решили переехать в Египет, что бы ты посоветовал? И советовал ли ты вообще переезжать сюда? М, Ну, жить на постоянку? Не, Нет, да? нет. Если просто переждать что-то, то вообще отличное место. Мгм, мгм. В плане, ну, если ты работаешь, если у тебя есть работа какая-то удаленная, ты просто нашел какое-то место тихое, засел там и работаешь. То есть комфортные условия себе обеспечить здесь легче, чем где-либо. Легче, да? Да. Спокойно. Вот 12 часов дня мы с Романом одни в кафе, никого нет. Э, Тут у нас есть такое хобби одно на двоих. Мы любим такие классные кафешки, где можно посидеть и почувствовать себя приличным человеком. Кстати, да, вот это, не знаю, минус это или нет, то, что очень мало мест, где можно вот, посидеть, поработать. Я же уже сколько, если в совокупе без отъездов, там, 2 года, по сути, здесь. И я много по каким местам здесь походил, и надоедает. Ну, то есть ты сидишь в одном и том же месте, уже надоело, хочешь пойти на новое. Да, да, И вот за 2 года, ну, на пальцах сосчитать хорошие места, да. хорошие места. Ну, Может, мы это, сделаем отдельное видео? Мы сделаем отдельное видео. Что бы посоветовала Роман, где приятно? это чисто мое Ну, у мнение. тебя вкус хороший. Вот я тут первый раз, так классно вообще. Да, то есть я пришел, недели 2, наверное, хожу в одно и то же место, надоедает, идешь в другое. Вот. А вот это место чисто случайно я нашел, потому что я уже такой, блядь, куда идти? Да, да, да. И то тут нет интернета, да? Да, ну, как бы минус, да, такой, но, в принципе, телефонного достаточно. Для моей работы хватает. Хватает. Слушай, а как тебе вот тут комьюнити, наше комьюнити, женщины, мужчины? Ну давай, что ты? Говори как есть, мои люди любят правду. Ну, э, это, знаешь, комьюнити маминых подруг. Комьюнити маминых подруг. Да ты что, охуел, блядь, сука? Ну, в общем, тут большинство женщин кому за, да? Ну да, ну как бы, а что здесь молодым делать? Здесь нету каких-то перспектив в плане там какого-то развития. Ну что говорить, экономическая яма. Экономическая яма. Да. В общем, тут да, тут да. Поэтому что здесь делать? Здесь ни инфраструктуры никакой нет, ничего нет для создания там нового какого-то, каких-то идей, бизнеса, там поддержки. Ничего вообще нет, поэтому что здесь делать? Я вот жил в Грузии, там как бы можно даже, если ты не гражданин, ты можешь прийти спокойно в банк, открыть организацию, тебе откроют счет, и тебе не нужен ни вид на жительство, ни покупать там недвижимость, чтобы это сделать. Спокойно делаешь бизнес в другой стране, тебе это позволяют. Ну, потому что экономически выгодно. Да, да, Вот. ну, А правильно. здесь что? Как была... Ну, такая, тут тоже да. можно открыть на иностранцев, просто другие налоги. Господи, тут на себя я ничего не могу открыть. Ну, то есть ты покупаешь какой-то мотоцикл или машину, ты должен на какого-то левого чувака это оформлять. Да? Да, здесь нельзя на тебя Да оформить. ты что? Да. У меня Да он ты сосед, что? он живет Да здесь ты 15 что? лет. И я говорю, ты на машину на себя оформил? Нет, говорит, на там, Египтос. Да ты что? Да, верно спишь. То есть в любой момент этот Египтос может сказать, ты что что? типа теперь это мое. Я не знала вот эти моменты. Поэтому, Ну, да. бизнес можно на себя открыть. Единственное, что какой бизнес? Ой, я бы вообще не имел дел Да, да, с да, местными. Да, да. Какие вообще у тебя планы на будущее? Ты собираешься вот там на Бали, ты говорил, да? Да, переехать на год пожить. Годик. Пожить как? Ну, год пожить. Год пожить. А потом? В Грузию, В наверное. Грузии, да?
Ой, как классно. Я хочу приехать к Роману на Бали, хочу поехать в Грузию поснимать. Он там все уже знает, я бы вам все показывала. Я пока сидел, смотрел картинки, захотелось в Кейптаун, да. Кейптаун, да? Да. Ну, то есть это такое место интересное, мне кажется. Класс, класс. Давно хотел. Ой, Ромка меня постоянно дразнит, говорит, давай уже учись зарабатывать деньги, говорит, я тебя научу, что ты могла переехать ко мне и в общем, поснимать, ну, что-то другое, говорит, уже пустыня и море уже всем надоело. Ну, тут видишь, реально больше нет ничего. Ничего. Я вот был там и в Каире, везде, ну, почти везде. Ага. Ну, в Дахабе классно. Дахабе, Ну, да? это, знаешь, чисто там отдохнуть. Шарма, но это чисто туристическое место. Да, Вот, да, 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 да. Тех же комьюнити ничего нету, просто вот туризм везде и все. То есть Ну да. это ты же не можешь в отеле, например, год целый жить. О, Это же скучно, что Ну. там делать? Ты приезжаешь 10 дней, тебе вот так вот это да, это хватает. да. Вот. А Бали почему ты, ну, я там просто пожил чуть-чуть, да, полгода, и как бы почему назад тянет? По сути, это такое же туристическое место, которое может задолбать тебя через 10 дней. Вот. Но там есть комьюнити предпринимательское, которое постоянно какие-то движухи, тусовки, и ты вот это крутишься, ты там и зарабатывать начинаешь больше. Новые какие-то знакомства там, причем очень полезные. Да, Там довольно-таки успешные люди я приеду. живут, и как бы с ними общаешься, новые возможности открываются для тебя, для, ну, какие-то новые идеи, новые проекты вместе совместно. Они могут в тебя даже инвестировать. Классно. Вот. И поэтому ты приезжаешь туда, и вот с этим комьюнити. А так это остров, ну, он, блядь, ничем не отличается от других островов, где ты просто можешь вот эти пальмы, белый пляж, ну и чё, ну окей, тут 10 дней ты побудешь, все, это потом надоедает. Что делать-то? Вот. Супер. Здесь такого нет в плане комьюнити, поэтому ты здесь отдохнул, все, больше, ну, надоело. Надоело. Да, и, ну, 2 раза ты нырнул, на Да? мотоцикле покатался, ну все. Ну это да. Слушай, а вот если говорить о людях, что ты ценишь в людях? Вот, допустим, с какими ты можешь дружить с людьми, вести дела, качества человеческие? Я потому что, знаешь, я вот, допустим, если человек даже имеет деньги, но он токс, ну, с нарушенной психикой, я не могу. То есть у меня сразу тело так реагирует, что я думаю, да ну его, я себе отберу нормальных людей. Наверное, по отношению к жизни, По отношению к жизни, да? да, то есть трудно сказать. Ну, качество. Это интуитивно. Интуитивно, да? То есть ты сразу понимаешь, как бы нравится тебе человек или нет. Вот ты увидела, он как бы тебе либо симпатичен, либо ты как бы, ну, нет. С первой нотки понимаешь. Ну, значит, да, да. А Либо что твой- касается, ну, то есть это у меня просто такое отношение к жизни, что я ко всему как бы спокойно отношусь, и даже если это какие-то трудности, ну, я понимаю, что, ну, вот так вот. Чё. Я просто, если захочу что-то по-другому, я, ну, выберу другое, буду делать так, чтобы получилось по-другому. А в спешке или там суетливо что-то в раздражении, что-то пытаться поменять бесполезно. Оно уже случилось, ты уже ничего не Ну, сделаешь. да, да. Я просто вот как-то Ты такой спокойный, размеренный, да? Ну да, зачем Ну да. паниковать, да, там страдать, кому это пользу принесет. Мгм. Ну, все верно. Слушай, кстати, Роман, он такой, полная противоположность мне. Я такая сумбурная, бешеная, а Роман такой спокойный, размеренный, проводы все соберет, смотает, так, у меня так в сумке. А у него так все тын-тын-тын, у него так по полочкам, но восхищаюсь. Это шутки про педантов, Про педантов? что ты заходишь, у него там все по полочкам чисто, а он вроде один живет, мужик. Да? Это типа там книги по полочкам, а женщины по пакетам. О, использовал и убил, да? Ну, типа то, что если у человека там, я не знаю, у мужика там все по полочкам, все аккуратненько, знаешь, там ходит, убирается каждые 5 Да. секунд,
Это нездоровая штука. Да, да, да. Кстати, я видела таких мужчин. Кстати, это факт. Дорогие женщины, ну и мужчины, если вы идете в гости к противоположному полу, смотрите, если там вот так вот не к чему придраться, вообще все идеально, в кухне даже нет намека на то, что там готовят еду, это психопат, бля, такой, знаете, тихий такой милый психопат, там у него, наверное, и бензопила, и ножик, и всякие там пытательные снаряжения, так что там садисты, не, клянусь, я же очень такая наблюдательная, я невероятно наблюдательная. И если с Романом хорошо, то я вам его советую. Вообще классный парень. Вот еще до февраля в Египте, до февраля, потом, в общем, на Бали. Иногда бардак дома. Так это хорошо, Да. так это классно. Это означает, что ты не психопат. Да. Ой, я не могу с этими психопатами, блин. Это, знаешь, мне одна женщина говорит: Вика, а что на тебя так психопаты-нарциссы выходят, так тебя любят? Так я говорю, так потому что они любят таких ресурсных людей, эмоциональных, эмпатичных, с каких можно что-то, знаешь, тянуть и тянуть. Но я их чувствую, бля, я их чувствую. Короче, они любят людей, эмпатов. Советы. Так, ты советы сказал, которые бы хотели сюда переехать. Главный совет — не переезжать. Какая у тебя мечта? Есть у тебя мечта? Конечно. Ну, деловая, да? Деловая, да. Я бы, наверное, это в процессе. Это в процессе. Просто все начинается с тебя, и Да. прежде чем прийти к этой цели, нужно развить какие-то Качество. навыки, качества, да. Вот. Правда, И да. олицетворять это. Потому что если ты будешь об этом говорить, то и у тебя этого не будет, это пиздешь. Мне кажется, я приеду на Бали там через несколько месяцев, и ты там такой, знаешь, с доской своей, ну у тебя же доска есть. Это И знаешь. ведешь уроки, тренинги успеха. Не совсем, нет. Мне такая стезя не интересна. Маркетинг. У меня клиенты такие, да, то есть они, Серьезно. ну, в плане там, знаешь, там про финансы рассказывают. Но они олицетворяют, они сами как бы успешны, у них уже в этом опыт есть. Какие Они- у них есть главные качества вот у этих успешных людей? Ну вот я общался довольно с большим количеством предпринимателей и заметил такую штуку общую. Эти люди в 90% случаев не знают вообще ни базовых вещей в маркетинге, ни каких-то продвинутых вещей в продажах, ничего об этом не знают. Но у них большие прибыли, большие обороты. Как это вообще? Как? Вот пример просто. Работал с одной девушкой, у нее сеть салонов красоты по России, вот, ну, аппаратная косметология. И она открыла 12 салонов за 2 года. Я думал, ну, типа, как? Наверное, у нее какой-то богатый папик, который ей дал денег. Да, у нее там мужчина, у него есть деньги, но он ей инвестировал всего лишь 2 миллиона, чтобы закупить оборудование на 1 салон. А дальше она сама раскрутилась, и то она эти деньги ему отдала. И когда я с ней работал, ну, как маркетолог, я там делал рекламу ей, все такое, оказалось, она раскрутила эти 12 салонов за 2 года. То есть она делала рекламу, ну, в Инстаграме, да, там показывала рекламу. Я говорю, а ты вообще знаешь, как правильно делать ее? Он говорит, я просто там купила какой-то курс за 3000 рублей, посмотрела, и вот настроила 1 раз, и вот это 2 года у меня работало. Я говорю, и что, типа, это тебе 12 салонов помогло открыть? Он говорит, да. Я когда зашел, там, увидел детали, начал погружаться, я понял, что там, блин, как будто ребенок настраивал вот это все. И я просто, у меня в голове не укладывалось, я там с таким опытом, да, там, работа с крупными рекламными бюджетами, там, понимание, как это все устроено. Захожу туда, смотрю и вижу, что это какая-то хрень. Как это вообще выжило вообще? Как этот бизнес вообще выжил? И как? И, ну, я у нее спрашивал, слушай, а вообще как ты к этому пришла, как, вот, что тобой двигало? Она сказала, у меня просто в детстве мечта была, я хотела быть владелицей салонов красоты. Я говорю, и что, на этом ты типа выехала? Она говорит, да, вот энергия была, я просто вот шла, делала как-то, и вот к этому и пришла. Сейчас настал момент, когда нужно все это масштабировать, приводить в порядок, типа вот я и начала это, нанимать таких людей, как ты, чтобы привести это в порядок.
То есть это люди, у которых есть супер навык организаторский, Организовать, да? который просто найдет нужных людей, который просто возьмет, создаст это. И ему не надо обладать знаниями. Он может найти человека, который будет знать вот в какой-то той или иной сфере лучше него. Вот если ты хочешь маркетинг сделать себе в бизнес, зачем тебе изучать его? Тебе достаточно знать какие-то базовые вещи, сколько платить этому человеку. Все. И ты просто берешь и находишь. Вот этих купи-продай бизнесов, их столько. И там люди, ну, они не маркетологи, они не продавцы, они, возможно, в жизни раньше этого не делали ни разу. Но они просто классный организатор. Поэтому, если ты хочешь успешный бизнес, тебе надо просто его организовать. Не более. Тебе не нужно знать все о монтаже, тебе не нужно знать все, ну вот в данном случае там, как продвигаться. Тебе нужно просто найти людей, которые знают это лучше. И заплатить им денег, и пусть они сделают это за тебя. А ты будешь просто управлять, мониторить это все и все. И все. И это вот не надо никаких знаний, просто вот желание большое, понимание, как вообще людей, ну то есть психологию, да, чтобы выстраивать какие-то взаимоотношения там партнерские и прочее. И все, этого достаточно. Слушай, ну да, хороший совет, кстати. Но мой любимый вопрос, что ты ценишь в женщине? Вообще не в тему. Не-не-не, ну я так же Ну. могу перейти сразу. Да. Что ты был не готов, поэтому ты сейчас скажешь честно. Ну, знаешь, это все та же история отношения к жизни. То есть, я понимаю, женщине тяжело не поддаваться каким-то своим загонам, эмоциям, потому что в голове все время какие-то у всех тараканы. Мгм. И как бы, знаешь, я вот общаюсь там, ну, с многими людьми, и меня спрашивают, как ты, типа, держишь такой настрой позитивный? Ну, то есть, бывают какие-то моменты, но у меня это из дома не выходит. Оно там же и заканчивается. Я это сам решаю. И как бы все думают, когда я с кем-то общаюсь, кому я что-то рассказываю, они думают, что типа Они думают, что ты, вот как ты справляешься, почему ты такой вот положительный, позитивный, ну да, сконцентрирован на типа своем не деле. может быть такого, ты, наверное, психопат. Да? Да, ну типа, как это так? Это ты мне сейчас просто по телефону тут такое говоришь. На самом деле, наверное, ты, ну это они так думают. Ну. Вот, ну не все так радужно. Нет, есть какая-то проблема, бывают состояния какие-то, но я не раздуваю из этого слона. Да, из я мухи поняла. Не слона. концентрируешься, не Я просто, фокусируешься. если понимаю, что вот какое-то, ну, плохо как-то, да, состояние, я делаю все, чтобы его поменять. Ну, для Шикарно. каждого это свои. Кто-то медитирует, кто-то в зал ходит, какие-то вещи, кто-то в работу уходит. Шикарно. Я просто сделал определенные действия, все, выровнял состояние, и все. Потому что если ты в таком состоянии делаешь что-то, оно будет не получаться. И как, получается, живут большинство? Они, у них начинается вот эта вот депрессуха какая-то, ну, что-то произошло. Они начинают делать действия из этого состояния, они не выравнивают его. То есть вот у них негатив, и они пошли с негативом общаться с людьми, что-то работать, какие-то проекты делать. И что в итоге получается? Еще больше негатива. Вот, поэтому, то есть, классное, спокойное отношение, это вот когда по-взрослому, по-взрослому, то есть это вот эта ответственность, скажем так. Вот Вот это хорошая важное тема, качество. да. Ответственность за свою жизнь очень слишком попсово звучит, но по мне так это такое глубинное такое понимание, скажем так, сути вообще ответственности. да, Это да. когда ты ответственен за свои эмоции, за свои проявления, за свои думки. Ты понимаешь, как это работает, и ты понимаешь свои реакции, почему это происходит, и ты осознанно, адекватно реагируешь. Если этого нет, ну, как бы получается, что ты просто вот на этих американских горках, и, ну, такой человек, он высасывает энергию, все. Да. Такой вампир. Ну, и с такими, естественно, не хочется общаться никому. Да. Вот. Поэтому мне кажется, что хороший человек, ну, не хороший человек, это не то слово, а Продуктивный. нет. Высоко- Классные классно. взаимоотношения Классно. получаются с людьми, которые
ну, осознанно. Они осознанно. понимают вообще, что происходит. И нет вот этого, что начинаются вот эти игры какие-то школьников, блин. Школьников. Да, ведут себя по-детски, какие-то манипуляции. Ты с человеком не можешь нормально поговорить, типа, ну что за детский сад? Да, Зачем да, вот да, это да, все? да, да, да. Скажи вот так вот. Нет, Да, да, да. что за хрень? Ну, то Да, есть, да, это точно, точно. Это, кстати, тут много таких мужчин и- с инфантильной позицией, знаешь, заблокировать женщину, отблокировать. Я на это смотрю, думаю, боже, мужчинам 50-60 лет, знаешь, а как 8-летний ребенок, знаешь. играют в игры какой-то. Ты знаешь, вот есть... Вообще, жить осталось несколько лет, может быть, знаешь. Ну это вообще Да, это играют в игру, как в театре, знаешь. в театре. И каждый вот свою роль какую-то выполняет. Шизофреническую. Да, блядь. и они верят в это. И когда ты спрашиваешь вообще, ты кто? Они даже ответить нормально не могут. Кто я, да? Ага, Они, да. они даже не знают, кто. Там пусто, там никого нет Там дома. Они свою социальную роль озвучивают Да, 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 да. в Да. лучшем случае. Да, В худшем да, да. случае скажут, иди в жопу. Да, да, точно, точно. Слушай, так интересно, это самое, интересно с тобой общаться, очень интересно. Дорогие мои подписчики, смотрите, Роман тут еще будет до февраля. Мы с ним планируем еще какие-то видео сделать. Если у вас есть какие-то вопросы к этому интересному молодому человеку, то пишите. С ним можно бесконечно долго говорить, и я когда прихожу с ним на встречу, то проходит полдня, и как-то вообще незаметно, потому что он очень много всего знает, вообще много знает, и я потом иду домой, 2-3 дня перевариваю, вот, он думает, что я так... Зачем-то. А я, да, я укладываю на свои полочки, что-то там, если не запишу, забуду, но я же близнецы, у меня нет такой структуры в головном мозге, у меня там, в общем, целая фильмостудия. Мне Вот, кажется, не нужно стараться быть идеальным, идеально, да? потому что, ну, это не получится, во-первых. Ну это да. Потратишь просто время. Вот Да, да, есть да. какие-то навыки, вот их надо использовать, выбрать для себя такую стратегию, которая Действительно. позволит еще больше раскрыть эти Ну это навыки. да. В общем, в моем случае быть успешным в моем безумии. У тебя хорошие организаторские навыки. Да, ты так считаешь? Просто ты, ну, вот эта вот энергия чересчур, она, это значит тамада. Точно, я тамада, точно. А тамада это хороший организатор, она Организатор. типа там-сям, то есть контролирует эти процессы. Да, контролирую. Вот, и хороший это навык для ведения бизнеса, для создания Для какого-то. создания. Боже, надо бизнес создавать, а я в Проекты одиночку. Да, разные. я в одиночку. Так, Так у меня вся хургада в руках. ну и все. Роман, я буду скучать по тебе. Я приеду к нему на Бали, потому что, мне кажется, я забуду там половину информации, приеду учиться дальше к нему. Или будет там, алло, Роман, как бы тут нажать? Я все время не знаю, говорю, покажи, куда там, где нажимать. Ну, в общем, хорошо я рекламу делаю, да? Да. Кстати, очень от души, очень так, естественно. Ты знаешь, у меня на сегодня все вопросы закончились. Будем ждать вопросов. Не закончились, просто на первый раз хватит. Мгм. Будем ждать вопросы подписчики. И в следующий раз мы встретимся в другом месте. Так что пишите. Мой друг Роман, он же маркетолог, он же хороший друг, прекрасный человек. Вот, так что так вот. Ну, прощайся. Ну, пока. Да. Ну, у тебя очаровательная такая улыбка. Буду скучать. Все, наши дорогие подписчики. Пока, до скорых встреч.